Поехали? Здравствуйте! Сегодня я вас приветствую на нашем третьем небольшом мастер-классе. И сегодня он посвящен формату пончиковая. В рассмотрении у нас сегодня будет вот такая вот фритюрница, полуавтоматическая. Также у нее есть таймер и расстоечный шкаф. Она идеально подходит для берлинеров, классических пончиков, предварительно уже сформованных, а также для всякого рода сытной выпечки, которая приготавливается во фритюре. Собственно, сегодня мы ее продемонстрируем. Заранее я уже приготовил тесто и изделия, которые у нас стоят в расстойке. Это у нас берлинеры, которые мы впоследствии начиним вареной сгущенкой, а также сделаем в корице с сахаром. Это вес заготовки 70 грамм. Время выпечки общее 6 минут. Также у нас есть сегодня пирожки с мясом. Общий вес 80 грамм, время выпечки примерно 7-7,5 минут. В конце также на этой фритюрнице мы сделаем чебуреки. Данный формат пончиковой помещается по инвестициям примерно в 1,5 миллиона рублей. В эти деньги входит полностью все оборудование, технологический инвентарь, а также все необходимое дополнительное оборудование в виде кассового аппарата, витрины, а также начального закупки ингредиентов, небольшого ремонта помещения, потому что в такой бюджет очень сложно поместить полностью ремонт помещения, поэтому в идеале снимать помещение, которое уже хотя бы предчистовая отделка у него есть. То есть все необходимые затраты помещаются в 1,5 миллиона рублей. Объем выпуска в данном формате зависит, конечно, от количества персонала, который присутствует непосредственно в точке, а также от количества людей, которые ее посещают. Но в целом примерно получается, от 20 единиц до 25 единиц продукции за один цикл. Один цикл примерно 6 минут. То есть это примерно где-то 200 изделий в час. 200 изделий в час, средняя стоимость, например, берлинера с начинкой сейчас составляет 7 рублей 50 копеек. Это если достаточно премиальная начинка. Если просто берлинер, то он примерно сейчас стоит где-то 3,5-4 рубля за штуку. Продажа в рознице зависит опять же от региона, может составлять от 30 до 70 рублей за штуку. В зависимости от того, в каком сегменте вы работаете и в каком регионе вы работаете. Подобные форматы могут размещаться в прикассовой зоне супермаркета или на трафиковом месте, например, на фудкорте, тоже возможно. Здесь в этом формате изделия готовятся где-то раз в час, либо раз в 2 часа. Все зависит от того, какое количество посетителей обслуживает ваша точка. Впрок мы не готовим, хотя существует формат, в котором можно и впрок готовить. Например, если поставить в этот формат специализированные тепловые шкафы, которые позволяют в течение длительного времени хранить выпечку в теплом виде, тогда можно выпекать 2 раза в день. Но этот шкаф стоит достаточно дорого, и если брать процентное соотношение от бюджета, то примерно 10%, то есть он стоит примерно 150 тысяч рублей. Поэтому в этом формате его нет, опять же, из-за его цены. Может быть, вопросы какие-то есть у нас? Денис, за тобой находится фритюрница для пончиков. Да. Расскажи, пожалуйста, преимущество фритюрницы именно с расстойкой. Опять же, не требуется покупки дополнительного оборудования к ней в виде расстоечного шкафа. Второе преимущество – это удобство доступа, то есть вы можете разместить точку фритюра даже, например, при той же, опять же, пекарне, которая хочет расширить свою ассортиментную матрицу, и не требуется покупка 2 агрегатов, а достаточно купить один, который полностью включает в себе и расстоечный шкаф, и непосредственно сам фритюр. Плюс этот расстоечный шкаф оборудован специальными противнями, которые позволяют легко переворачивать изделия непосредственно в сам фритюр. Это более легкая загрузка и, соответственно, более легкая выгрузка, что позволяет обслуживать этот фритюр меньшему количеству людей
и как бы делать большую выработку за тот же промежуток времени, чем на другом фритюре. Еще? Подскажи, пожалуйста, себестоимость пончиков и беляшей, которые мы сегодня будем готовить, и маржинальность данного продукта. Вот конкретно пончик с вареной сгущенкой сейчас стоит, это вот в прошлом месяце я открывал пончиковую, и там примерно себестоимость была вот для московского региона, она была 6 рублей 50 копеек за один пончик, весом получается 60 плюс 20, примерно 80 грамм. Что касается, например, беляшей, они стоят дороже, и все зависит от мяса, какое вы используете, какого качества мяса вы используете, но это скорее где-то от 10 до 15 рублей за пончик, за беляш, собственно, весом 70 грамм. Если брать простой пончик, то это 3 рубля 50 копеек, это просто без начинки, корица с сахаром примерно стоит 4 рубля. Что касается цены продажи, то это, как я уже сказал, для московского региона, наверное, скорее цена действительно в 50 рублей за единицу. Если брать регионы другие, то, скорее всего, это 35-40 рублей за единицу. Ну и в итоге получается там примерно в некоторых случаях 1000 или больше 1000% сверху, а в случае начинки там чуть меньше маржинальность, там получается где-то от 400 до 600%, где-то так. Исходя из твоих ответов, подскажи, пожалуйста, для каких предприятий подойдет данное оборудование? Вот. Опять же, в данный формат может быть совмещен с той пиццей, которую мы рассматривали на предыдущих мастер-классах, и позиционироваться, например, как семейное кафе в небольшом регионе. Сюда же могут быть добавлены милкшейки, напитки, какие-либо десерты и пицца, и, соответственно, вы сможете организовать кафе на небольшой площади. Но лучше, конечно, позиционироваться как семейное кафе, тогда все-таки больше можно заработать. Если брать еще какие форматы могут быть использовано данное оборудование, в каких форматах, это дополнительные продажи для пекарни полного цикла, потому что, как правило, в пекарнях фритюрных изделий нет, либо отсутствует вовсе, либо их нет. Хотя этот продукт, наверное, скорее недооценен, несмотря на всю его, скажем так, нездоровость, как принято считать, то небольшие количества данного продукта человеку не повредят. Поэтому пекарня с легкостью может разнообразить свою ассортиментную матрицу подобными изделиями. Также данный формат может быть размещен как самостоятельное кафе, но здесь уже можно экспериментировать с разными вариантами, например, кафе-мороженое как вариант, пончики с мороженым очень хорошо сочетаются. Здесь может быть просто пончиковая, но тогда нужно ассортимент фритюра иметь достаточно широкий. Здесь должны быть и классические пончики, и берлинеры с разными начинками. Здесь и должны быть сытные изделия, те же самые, может быть, чебуреки, те же самые беляши, какие-либо другие изделия. То есть как самостоятельный формат. Ну вот, в принципе, наверное, это основное размещение подобных объектов и подобного оборудования в этом. Наверное, начнем мы все-таки выпекать. Вот. А сколько время? Без 5-2. Без 5-2, да. Начнем выпекать. Да. Что касается технологий, сейчас я переверну и подробно по технологии. Нет. Правильно? Не понимаю чуть-чуть, потому что у меня не получается. Сергей, подойдите, потому что это будет беда, печаль. Правильно? Все правильно, вот так. Ну. Сейчас не то у нас получилось. Не совместил эти самые управляющие. Я понял. Все, я сейчас уберу это. Ну, ничего страшного, главное, все равно не видно ничего.
чуть-чуть я не совместил. Ну, сегодня, видишь, хорошо платят. Сами. Ну, потому что все. Как-то так. Что касается технологии. Технология максимально простая. Здесь использовано опарное тесто. Готовится в два этапа. Сначала приготавливается опара, которая стоит от 1,5 до 2 часов. После этого готовится основное тесто. Общее время приготовления изделия может занимать от 2 часов до 4 часов, в зависимости от того, используете вы опару или не используете опару. Таймер, да. Вопросы. Мне нужны вопросы. Я смотрю, в этой фритюре присутствует устройство переворота. Насколько это облегчает задачу по приготовлению пончиков? Ну, одна из основных задач, которую она решает, это одновременное переворачивание всех изделий, что существенно облегчает именно контроль готового изделия. Также простая достаточно загрузка, как мы видели. Вот. И эта загрузка позволяет единовременно все изделия перевернуть и сгрузить непосредственно в сам фритюр. При этом они начинают готовиться единовременно, чего, например, если простая фритюрница, в нее приходится загружать при помощи либо шумовки, либо в ручном режиме изделия, и они иногда персонал, если он не устанавливает таймер на этих изделиях, он может просто за ним не уследить. И какое-то изделие будет колер более интенсивный, какой-то менее интенсивный. Здесь все изделия равномерные, одинакового колера. Ну вот, вы можете подойти поближе, посмотреть просто вот. Первый пришел, последний. Да, последний ушел, да. А здесь у нас все единовременно готовятся, и мы получаем единовременно все изделия полностью готовые. Цвет очень красивый. Что же касается того, какие изделия здесь можно готовить, так как я уже и сказал, и с начинками, и без начинок. Единственное одно основное ограничение, которое существует у этого фритюра именно по изделиям, это ширина непосредственно самих полозьев, которые ограничивают размер изделия. А там он будет с начинкой, это изделие, без начинки, прямоугольной формы, или треугольной формы, или квадратной, или круглой. Это уже без разницы. Главное, чтобы ширина соответствовала, чтобы можно было их легко скинуть. И здесь одинаково перевернуть, чтобы они не цеплялись за элементы, которые переворачивают их. Ну вот, как я уже и сказал, получается 1, 2, 3, 4. От 20 до 25 штук зависит от размера изделия и веса его, от 7 до 10 минут. Опять же, зависит от веса изделия и от того, какая начинка внутри этого изделия и что конкретно, какое тесто еще. От этого еще зависит. Сейчас, для того теста, которое я использую, это скорее 170 градусов, до 180 градусов. Если там использовать изделия, которые будут, например, с большим количеством начинки и достаточно большие, например, здесь в принципе 100-граммовое изделие может поместиться, то тогда уже температура масла должна быть чуть ниже, потому что у него большой объем и ему дольше пропекаться. Но все-таки я рекомендовал бы до 100 грамм, потому что при этом будет оптимальное время приготовления изделия. А то, что касается масла, что можно использовать? Масло специальное здесь фритюрное, опять же, вы можете использовать любое, единственное, его нужно менять в течение дня 1 раз. То есть вы должны полностью заменять фритюр. Сегодняшние смеси масел позволяют их хранить
позволяет их использовать в течение дня. Если бы вы использовали не специальные фритюрные масла, то там бы приходилось намного чаще менять масло, потому что меняет вкус изделия и само масло становится проглотным. Так, сейчас я посмотрю. У нас должно быть уже все готово. Нет. Еще чуть-чуть и все. Вот, после того, как изделия у нас остынут, мы их начиним кремом и уже можно отдавать в продажу, в нашем случае кушать. А как определить готовность? Опять же, тестовым методом, да, можно, конечно, попробовать термощупом проткнуть, но это на масле делать неудобно, поэтому сначала вы должны снять изделие, засечь, сколько времени вы его приготовили, после этого замерить термощупом, либо просто разрезать и посмотреть, готово ли оно внутри. Лучше замерять термощупом, так проще, температура должна быть выше 80 градусов. То есть либо термощуп, либо получается опыт. Да, опытным путем. В среднем изделие, вот у нас 70 грамм, оно готовится без начинки примерно около 6 минут. 3 минуты с одной стороны, 3 минуты с другой. Все. Сейчас у нас масло чуть-чуть нагреется. С этих изделий масло стечет, и мы загрузим следующую партию. Да, уже правильно, конечно. Так, после того, как мы выпекли наши изделия, мы можем, и лучше всего их сгружать на салфетки, для того, чтобы лишний жир, который на них остался, впитался в них, и их хранение было более длительным, и не было лишнего масла на поверхности изделий. Вопросы у нас еще есть какие-нибудь? Денис, например, я хочу открыть пончику. Я покупаю данную фритюрницу. Какое вспомогательное оборудование мне еще потребуется? Помимо фритюрницы вам потребуется холодильное оборудование, морозильные камеры, в которых вы будете хранить ингредиенты, некоторые для приготовления полуфабрикаты. Тестомес планетарный, либо миксер планетарный, либо спиральный тестомес. В случае, если вы будете замешивать достаточно, скажем так, теста с меньшей гидратацией, то тогда вам подойдет спиральный тестомес. Но он подходит для берлинеров, для теста на чебуреки, для теста, например, на беляши или на какие-либо пирожки. Если мы берем классические пончики советские, которые отсаживаются через специальный аппарат, к этому же аппарату есть дозатор, который может это сделать. В базовой комплектации его нет, но можно отдельно его приобрести. И тогда в случае этом вам понадобится планетарный миксер, который будет замешивать влажные теста и жидкие. Так. Помогать ли с рецептурой? Что с мукой? Да, для таких изделий, как классические пончики, берлинеры, пирожки во фритюре или любые другие изделия, которые готовятся во фритюре, для них, в принципе, может быть использована любая мука. Обычно это высший сорт. Как правило, никаких добавок в эти изделия не производится, за исключением яйца, масла, либо маргарина, сахара, соли. Если же вы хотите получить рецептуру, больше похожую на американские пончики, которые называются донаты, они же тоже могут быть берлинеры, но
состав их рецептуры чуть-чуть отличается, и туда уже идут особые виды муки, типа рисовой, нутовой, гороховой. Туда же может добавляться соевая мука. Все эти виды муки в общей комбинации могут давать изделия, которые очень, скажем так, плохо впитывают фритюрный жир. И, соответственно, на поверхности изделия образуется меньше жира. Но эти рецептуры требуют длительного вывода самостоятельно, да, несколько там экспериментов нужно проводить. Либо вы можете купить готовые смеси для берлинеров или донатов, но они как бы ограничены по вкусовым характеристикам, то есть вы не сможете их делать более сладкими или какими-то более воздушными, вы получите какую-то готовую смесь, которая сможет делать только определенный вид изделия. Но что касается смесей, для большого потока, например, приготовления изделий, когда у вас там, ну, может быть, несколько тысяч чеков, возможно, такой вариант подойдет лучше. То есть вы покупаете готовую смесь, смешиваете с водой и больше ничего не храните на складах, только одну смесь. Там уже и яичный порошок есть, и сахар, и соль, все ингредиенты вместе уже готовы. Как можно сказать, просто добавь воды. Но такие варианты подходят только для больших предприятий, которые очень много делают изделий. Если же вы хотите все-таки чем-то отличаться и быть не такими, скажем так, похожими на всех остальных, то тогда вам необходимо выводить рецептуру самостоятельно, либо вы можете консалтинг заказать у нас, мы поможем вам с открытием и непосредственно дадим рецептуры изделий, которые лучше всего продаются. Важным отличительной особенностью хороших, скажем так, пончиков и не очень хороших пончиков являются все-таки топпинги. Это топпинги, которые могут закладываться вовнутрь продукта, и топпинги, которые могут поливаться сверху продукта. То есть я бы рекомендовал даже маленьким пончиковым делать эти полуфабрикаты непосредственно у себя на производстве, для того, чтобы вы могли сделать их максимально натуральными. Ну вот, например, такой самый простой пример. Готовые начинки, которые поступают в промпроизводство на подобные предприятия, они стоят примерно там 150-180 рублей. При этом их состав, там не будет натуральных ягод, там будут ароматизаторы, красители, то есть это будет максимально дешевый состав. При этом себестоимость этих начинок достаточно высока. Если же вы будете варить самостоятельно из ягоды, вам эта начинка выйдет, например, там, некоторые могут выйти и за 150 рублей, если это будет, например, яблочная, а то и за 80 рублей за килограмм в себестоимости. А некоторые могут стоить и 200 рублей. Но при этом в этом составе у вас будут только натуральные ингредиенты. Там будет ягода, пектин, сахар, может быть агар-агар, все зависит от того, какой вид начинки. И вы получаете как бы максимально натуральный состав, и этим самым вы можете отличаться от других подобных форматов. И от того пончика, который, например, лежит в магазине в виде того же доната или берлинера с начинкой. При этом он стоит в магазине там 60-70 рублей, а у вас с более натуральным и более качественным составом будет стоить там 40-50 рублей. И при этом вы на нем будете достаточно много зарабатывать. Надо сказать, что основной расход в этом формате все-таки занимает фритюрный жир. Достаточно большое количество фритюра используется для приготовления этих изделий. Что касается себестоимости фритюрного жира в одном изделии, то как бы если вы будете работать в течение 12 часов там, и менять его примерно где-то на 80% смены, то есть, например, 8 часов отработали, потом поменяли, либо частично профильтровали и добавили новый жир, то себестоимость жира в одно изделие будет примерно рубль 50. Ну, в общем, от 50 копеек до рубля 50, где-то так примерно. То есть это меньше, получается, чем 10% себестоимости изделий занимает фритюрный жир. Если же вы в нем будете готовить мало изделий, то есть там, например, неполные загрузки и не полностью его использовать в течение дня, вы все равно его на следующий день будете обязаны поменять, потому что он имеет такое свойство, как прогоркание. Если вы его подогрели и постоянно поддерживаете температуру, то еще его можно как-то использовать. Но повторное нагревание его существенно ухудшает характеристики данного фритюрного жира, поэтому его необходимо будет все равно на следующий день менять. В этом случае вы можете в изделии получить и 2, и 3, и иногда даже и 4 рубля в одну штуку, если у вас нет определенного объема для производства именно этих изделий. Еще вопросы? А по персоналу, насколько он должен быть квалифицирован? Да. Сейчас.
Сейчас, секундочку. Сейчас я переверну. И нормально все. Скользкое, что даже упала часть в расстойке. Сейчас, секундочку. Так. Засекаем 3 минуты. Так. И все. И двигаемся дальше. Да, когда производишь маленький объем, а не промышленное производство, всегда бывают какие-то недочеты. Угу. Я вроде включил. Выдерживаешь. Да. Все? Да, все. Так. Персонал. Да, хорошо. В подобных объектах, ну, нам точно нужен следующий противень для беляшей. Да. Это сюда еще поместится. Вот. Для подобного формата количество персонала все-таки 2 человека в смену, плюс 1 продавец. Можно начинать с 1 человека в смену, плюс 1 продавец, но в этом случае вам тогда необходимо все-таки будет поставить тепловой шкаф, который будет хранить в горячем виде изделия, которые вы приготовите. Либо начиненные, либо без начинки. Я бы рекомендовал хранить в горячем виде изделия без начинки. Почему так важно, чтобы изделия были горячие? В сегменте масс-маркет, неважно, это пончиковая пекарня, это пиццерия или что-либо похожее на эти форматы, именно связанное с хлебобулочными изделиями, да, или изделиями из теста, здесь важен один такой фактор. Это как свежесть и мягкость. То есть, если изделие свежее и мягкое, оно априори горячее. А для потребителя он оценивает единственную характеристику, это изделие горячее, значит оно свежее, мягкое, и значит его можно кушать, и оно безопасно, скажем так. Да, соответственно, сегмент масс-маркет должен максимально ориентироваться на изделия, которые будут подаваться в горячем виде максимально быстро. Соответственно, для этого формата можно достичь, скажем так, этого можно достичь 2 способами. Первый способ — это когда вы готовите непосредственно для потребителя, либо с минимальным временным промежутком вы даете изделие. То есть, например, раз в 20 минут, раз в полчаса, раз в час или раз в 2 часа, в зависимости от количества посетителей. И, как правило, какая-то часть потребителей будет получать изделие в горячем виде. Либо вы покупаете специализированное оборудование, которое хранится хранит изделие непосредственно в горячем виде. И вы каждому потребителю даете изделие горячее. Это существенное преимущество, потому что люди привыкают к этому и уже потом ходят к вам достаточно большое количество постоянных гостей. Что касается еще персонала. Вот в первом варианте, когда у вас есть горячий шкаф, который хранит изделие в горячем виде, для него вы можете обойтись 1 человеком в смену, потому что он готовит, например, в начале смены до открытия, в течение половины смены он использует эти изделия, потом доготавливает на вечернюю витрину, да, скажем так. А в случае, если у вас не будет этого теплового шкафа, тогда вам понадобится 2 человека в смену. Один выйдет раньше, другой выйдет позже. Вот, можете заснять, как у нас получилось. Все. Подходите, снимайте. Такие румяные изделия, колер у всех равномерный, фритюр греет со всех сторон одинаково, нет где-то подгорелости, где-то наоборот светлый, у него одинаковый соломенный колер со всех сторон. Вот. И продавец, он только продает, он не участвует в технологическом процессе, он только продает изделия. И
Соответственно, 3 человека. Итого 6 человек всего в штате будет работать. Плюс тот, кто непосредственно руководит этим персоналом. Это может быть менеджер, либо собственник данного бизнеса. Что касается возможных оборотов в подобном предприятии, они могут достигать, в зависимости, опять же, от точки расположения, и минимально могут составлять 500 тысяч рублей даже для небольшого города в 15 тысяч населения, и могут достигать и нескольких миллионов в зависимости от того, в каком месте оно располагается. Но конкретно, если мы берем базовый комплект оборудования с одной фритюрницей, здесь скорее оборот максимальный возможный, который на ней можно приготовить, это 700 тысяч рублей в месяц, не более. Средняя Стоимость фритюрницы. сейчас это 320 тысяч рублей. Так, у нас осталось 1,5 минуты, и изделие будет готово, и дальше мы приступим к приготовлению уже непосредственно пирожков с мясом. Какое количество жира? Да, сюда мы вылили сегодня 5,5. 15, да, 15 литров. Да. То есть, в принципе, этих 15 литров на целый день хватает. Если вы докупите отдельно к этому фритюру для фильтрации оборудования, то какую-то часть жира можно использовать повторно. Опять же, здесь зависит от того жира, который вы используете. Один жир позволяет использовать его повторно, какой-то жир не позволяет использовать его повторно, и, соответственно, здесь уже можно как бы комбинировать. Фастфудные сети, которые у всех на слуху, они меняют жир один раз в день. Но используют при этом специальные фильтры, которые позволяют использовать часть жира на следующий день, добавляя в него новый. За этим очень нужно хорошо следить, потому что от некачественного жира меняется вкус. А это очень нехорошо. А как можно определить? Ну, есть специальные тестеры, которые определяют перекисное число, собственно, он годен к этому или не годен. Полоску опустил, цвет определенный получил, годен, не годен. Как-то так. Если брать законодательство, то после каждой жарки вы должны менять фритюрный жир. Но это невозможно. То есть тогда эти изделия должны стоить очень-очень существенных денег. Все, так. Сейчас я их переложу, и мы дальше будем выпекать. Нет, это уже для мяса будет потом. Так, все. У нас повторно все разогрелось. Гуля, а можете дать мне? Угу. А? У нас сейчас пирожки с мясом такой вот круглой формы. Здесь да. Здесь можно делать пирожки с картошкой. Какие угодно, да. Да. Одно ограничение — это ширина
полозьев, которые вот есть вот здесь. Вот этих вот. Любое изделие, которое по ширине помещается здесь, может быть здесь выпечено. Как раз такие пирожки продают в электричках, Да. Конечно, не в такой фритюрнице приготовленных, но очень, да, очень похожие пирожки, скажем так. Вот. То же самое, это оборудование можно использовать для, например, приготовления тех же сосисок в тесте, что тоже может быть актуально. Но все-таки, наверное, у нас популярные продукты это пирожки во фритюре разнообразной начинкой. Скорее это так. Также мы недавно тут экспериментировали, когда есть специальная отсадочная машина, которая отсаживает одновременно тесто и начинку. Мы как-то вам покажем в одном из мастер-классов, как сочетается это оборудование и конкретно, например, то оборудование, которое отсаживает одновременно и начинку, и тесто. И мы делали маленькие пирожки с начинкой. Очень удобно. Любой фарш, который есть, главная консистенция его, и тесто дрожжевое. И нечто похожее получается, наверное, на такие изделия на слуху, как кругицы или мини-пиццы, чебупели. Вот что-то такое похожее получается на эти изделия. Если разнообразить эти изделия разными начинками, то тоже может быть очень интересный формат, потому что эти изделия, они очень маленькие, на зубок и как бы достаточно вкусные. Может быть как закуска к пиву, например, как вариант. Здесь фремежарки больше. Чуть-чуть побольше, да. Чуть-чуть побольше, потому что они у нас с мясом. Температуру мы оставили прежнюю, ничего не меняли. Колер будет чуть поинтенсивней здесь, чем в предыдущих изделиях. Ну, потому что у нас мы температуру не меняли. Если делать как бы правильно, то сначала мы выпекаем изделия, которые выпекаются на более низкой температуре, а потом мы выпекаем изделия на более высокой температуре. Но так как у нас здесь изделия одни с мясом, а другие у нас сладкие будут, то мы сначала выпекли сладкие изделия, чтобы вкусы не перемешивались, а потом выпекаем изделия уже с непосредственно... Могут перемешиваться, нет, не перемешиваются. Они могут перемешиваться, например, когда они там где-то чуть-чуть не так закреплены, поэтому я рекомендовал в начале смены, например, делать сладкие изделия, а потом делать сытные изделия. Как вариант. Ну вот, например, здесь у нас ни одно изделие не открылось. А может такое получиться, что оно может открыться где-то, да. Так, сейчас будем переворачивать. Да. Кольца. Конкретно в этом аппарате точно так же можно делать. Вопрос, какие кольца. Если это советские, например, да, которые мы привыкли, это отдельное оборудование, еще насадка на этот аппарат. Если мы, допустим, берем донаты, то донаты делаются по типу как берлинеров, только у них тесто более плотное, и мы вырубаем двумя вырубками. Сначала большую, потом маленькую, и как бы получаем такой... Да, кольца более плотное, не такое жидкое. О, какая замечательная. Слушай, вы переворачиваете в следующий раз, скажи, я слово. Ага. Вот такие замечательные пирожки у нас получаются. Да, запахло у нас тут. Да. Все-таки, видите, где-то у нас вытекло чуть-чуть этого, но практически ничего не стреляет, все как бы в пределах нормы. Если что, у нас есть вот такая специальная крышка, которой можно накрывать. Но при выпечке не рекомендуется, потому что если будет образовываться конденсат, то может попадать в жир. Да. Да, ну скоро Инстаграм научится это делать. 100%. Да.
Будет какие-нибудь специальные насадки для носа продавать? Можно будет улавливать запах. Да. И виртуальная жизнь. И виртуальные пончики. Все виртуальное. Так. Вот они получаются идеально круглые, практически все. Есть, конечно, один у нас недочет тут по формовке, а так в целом они все вот одинаковые. Это ручная, да, формовка. Мы разделали сначала одинакового веса теста, потом начинку. Округлили, да, потом раскатали, начинили, да, потом опять закатали в шарик, расстояли и все. Да, мы предварительно фарш смешали с луком, посолили, дали чуть-чуть ему постоять. После этого мы внесли все оставшиеся специи, поставили в планетарный миксер и начали добавлять постепенно воду, увеличивая скорость, для того, чтобы вбить дополнительную воду в фарш, и чтобы он приобрел однородную консистенцию и дополнительную сочность. Тем самым мы увеличиваем и выход фарша, и увеличиваем внутри продукта, как бы он получается не сухой. Если такой процесс не проделывать, то мы получим внутри очень достаточно сухую начинку, которую тяжело кушать. Если изделие еще тем более какой-то промежуток времени хранится, то лучше, конечно, делать вот такую сочную начинку, чтобы потом, даже если, например, вы продаете какой-то минимальный опт, или там кому-то поставляете эти изделия, то чтобы у них, когда после разогрева в микроволновке, начинка была еще удобная для употребления. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Здесь 16, но мы еще можем 4 поместить, и будет 20 изделий. А если мы изделия будем делать чуть поменьше, то сюда помещается и 25 изделий. 24, не 25, 24. Да. Так, сейчас мы посмотрим, что они там с обратной стороны. Все. Все готово. Чуть-чуть некоторые раскрылись. Это как раз вот из-за ручной формовки. Оп. Опа. Так. Так, вот такую дощечку мы поставим сейчас сюда. Опа. И вот так вот уже готовые изделия. Да, сейчас я один еще переложу. Так не переворачивается. Вот, собственно. Достаточно жирные получаются, но такая продукция, что внутри мясо достаточно жирное, тоже у нас получилось сочное. Так. Опа. Так, сейчас следующую загрузку мы сделаем. Так. Да, у нас все, остались только пирожки на самом деле. Пончики мы делали только 2 этих.
Сейчас, секундочку. Так. Правильно. Вот так вот. Правильно, вот так вот. Так, и вот она пошла загрузка. Да. Сейчас вообще хорошо. Все зависит от того, какое вы тесто используете. Если тесто более плотное, то нет необходимости смазывать вот эти алюминиевые полозья. Если вы тесто используете, как мы, более жидкое, чтобы оно было воздушное, то тогда, конечно, лучше их смазывать маслом для более простой перегрузки его непосредственно в масло. Может, вопросы какие-то есть у нас? Внутри, да, можно. Так, можно нож попросить? Я думаю, что за это время оно успело приготовиться. Ну, вот так вот это выглядит. На разрезе смотреть сложно, надо пробовать, потому что когда человек кусает, он, как правило, не смотрит вовнутрь, он просто кусает и все. Да. Выглядит очень аппетитно. Так, все. Ждем дальше. Так, пока... Ну, здесь начинки мало. Сюда, конечно, для того, чтобы фарш был более стабилен, у нас просто не было. Мы использовали натуральные ингредиенты, поэтому часть воды, которую мы добавили, она все-таки впиталась в стенки непосредственно теста. Сюда вы добавляете либо клетчатку, либо какой-то растительный белок, тогда все застабилизируется и будет более полное как бы внутри начинки. Но здесь 50 теста, 30 начинки. Так, я сейчас это сюда поставлю. Пока у нас готовится все, мы сделаем... Да, еще один, если есть. Мы сейчас его просто обваляем в корице. Это можно делать сразу после выпечки, но сразу после выпечки все равно на изделии остается достаточно много жира и как бы очень много прилипает. А вот так вот после выпечки остыло чуть-чуть, минут 7, 8, 10 полежало. И просто обваливаем в сахаре и корице, придаем дополнительный вкус. Здесь начинки не будет, здесь вот как будет сахар, корица, так и все. Да, здесь еще как вариант можно использовать перешелки, положить стрелки, просто посыпать. Да, сахарной пудрой, чем угодно, какими другими. Это именно потом. Да. Так просто очень мало прилипнет, поэтому. Так, перевар. Все. Старт. Старт. Все, старт. Поехали. На кнопочку. На телефоне, на кнопочку. Давайте сюда. Чтобы много не прилипало, потому что когда много корицы и сахара, это не очень съедобно. Хотя красивее выглядит, наверное, чуть-чуть. Оказывается, вы помните, Да, мы уже об этом говорили, да, мы можем вам, да,
можем помочь, да, открыть подобный объект. Но как бы у нас уже есть готовые рецептуры, которые показали, что они работают очень хорошо. Конечно, от региона к региону предпочтение потребителей отличается, и мы скорее делаем некую региональную такую персонализацию для потребителя, чтобы он мог найти знакомые вкусы в ассортиментной матрице. А так, как бы у нас есть готовые базовые рецептуры, готовые технологии, готовые комплекты оборудования. То есть мы полностью можем помочь вам с открытием нового объекта. Не только пончиковой, но и пиццерии, пекарни, кондитерское, производство какого-либо кондитерского или хлебопекарного. Так, все, с корицей мы сделали. Сейчас мы будем использовать дозатор ручной, который стоит... Сколько он стоит у нас? Да. Копейки турецкого производства. Вот. Мы берем. Мы сейчас дозируем вареную сгущенку. Сейчас. Секунду. Продавим. О, видите. Продавили. Это вареная сгущенка, смешанная с простой сгущенкой, потому что вареная сгущенка достаточно тугая для того, чтобы продавить ее через дозатор. В принципе, любой дозатор. Поэтому мы будем использовать 5000 рублей. Всего 5000 рублей? Фу. Вот, видите? Даже слишком много я надавил. Сейчас, секунду. Нет, тут нельзя уменьшить дозу, тут надо чуть-чуть меньше давить, чем я давил. И он дозирует равномерно, потому что, когда мы открывали пончиковую вот в прошлом месяце, как я уже сказал, он достаточно был точен. Мы потом перевешивали все изделия, которые были. Он с разницей в 3 грамма в некоторых дозировал, а в некоторых был разница 1 грамм всего лишь. Сейчас. Секунду. Чуть-чуть еще. Сейчас я чуть-чуть его протру. И все. И дальше поедем. И все. Начинки можно через него дозировать любые. Главное, чтобы была оптимальная их вязкость. Они не должны быть сильно жидкими, но и сильно густые он тоже не продавит. Вот все. Чуть-чуть нажали. До конца, конечно, много, потому что очень жидкая начинка. И она прям у нас вылезает. Так. Оп. Все у нас здесь готово. Сейчас стечет. И переложим. Здесь получается нужно... Ну, то есть здесь все равно в нем присутствует некий человеческий фактор. То есть должна скорость нажатия и... Да. Скорость. То есть к начинке надо чуть-чуть это приспособиться, да. То есть не... У нас она еще достаточно жидкая, потому что мы смешали 2 вида сгущенки, вареную и простую, поэтому этот конкретно нет, он на один вес, и тут примерно за одно дозирование зависит от вязкости, конечно, от, наверное, 20 грамм, может и до 40. Да. Вот так вот. Они дозаторы регулируют, да? Есть регулируемые, да.
Да, они другие, мы чуть позже их продемонстрируем. Да. Это, конечно, самый такой простой вариант, базовый. В принципе, скажу так, что даже если у вас тут будет небольшой перерасход начинки, ничего страшного, все равно в себестоимости это сильно не отразится. Конечно, хуже, когда пекарня не докладывает начинки. Или пончиковая. Хуже, конечно, тогда. Видите, жидкая достаточно начинка. Но она и хорошая, потому что такую удобно кушать. Она более сочная, кажется. Вот так, это вон туда. Угу. Все, отлично, держи, Гуль. Все, сейчас мы сгрузим. А? Не, все, мы сюда прям будем сгружать, все и все. Сейчас, секунду, сейчас я перегружу и возьму начинки. Так, ага. Они уже достаточно остыли. Семь минут достаточно для приготовления даже из сырого мяса, если оно внутри будет сырое, не готовое. Оп. Оп. Следующий. Так. Так, у нас тут беда. Беда. Да, с предыдущего противня упал чуть-чуть. Да, почему-то он соскользнул и решил жить своей жизнью. Так. Да. Зараза такой. Так. Поехали. Оба. Все. Старт. Старт. Важно понимать, чтобы они еще были по времени, то есть к этому как бы оборудованию 2-3 таймера еще нужно докупить. Именно для расстоечного шкафа, чтобы всегда они загружались по времени, чтобы ничего не перерастаивалось. Потому что такие простые расстойки таймерами не комплектуются, поэтому это надо учитывать. Да, какие еще бывают дозаторы? Вот, сейчас как раз нам принесли образец. Есть вот такой, более сложный, с более большим баком и уже таким нажатием. И у этого уже регулируется объем подачи начинки. Может быть разным. Соответственно, одно нажатие может дозировать, по-моему, 20-40 грамм, да? А шаг какой? 10 грамм? Там без шага. Без шага. Без шага. То есть это уже надо опытным путем для каждой начинки тестировать, какой вес он будет дозировать. Есть ресурс, просто нажатие до конца, Да. дозировать Да, определенный объем. Но этот объем может быть разным. Соответственно, каждую начинку нужно подбирать индивидуально, потому что это зависит от вязкости самой начинки. Соответственно, один раз проработали, и уже потом этот дозатор определенную начинку, если она у вас всегда одинаковая, дозирует определенное количество. Есть еще вот такой, это уже с подогревом, то есть это для более вязких начинок. Например, вареная сгущенка. Вот. Вареная сгущенка, и он подключается в 220. Здесь есть разная температура, опять же, зависит от вязкости начинки. Мы можем отрегулировать там больше-меньше температуру и, соответственно, более вязкие начинки дозировать в продукт. Понятно, в продукте они уже потом застынут, потому что у них не будет подогрева, но, соответственно, например, ту же вареную сгущенку, вот мы сейчас ее разбавляли простой сгущенкой, а могли бы загрузить в этот, подогреть его, и нам не было необходимости бы смешивать с чем-либо. Вот. Стоимость этих дозаторов можно уточнить на сайте, но она тоже невысокая.
До 30, по-моему, тысяч рублей. Так. Нет, это не важно, какую вы хотите начинить. Вот я бы мог бы его еще использовать для эклеров, профитролей, например, творожных колец. Если крем позволяет это, то в принципе эклер, если одно отверстие делаете в начале эклера, то он заполнит полностью. Если там, допустим, профитроль, точно так же. Конечно, для колец придется 2 раза его протыкать, чтобы с разных сторон начинить. Да. А так, в принципе, тоже можно использовать. Почему нет? Так, переворачиваем. Оба, оп. Чуть-чуть у нас зацепился один. Все остальные нормально. В следующем мастер-классе по подобному оборудованию мы приготовим какие-либо другие изделия, еще пока непонятно какие, но, возможно, используем другие начинки, возможно, протестируем какие-либо другие формы. Так, давайте что. Сегодня, получается, вот хронометраж нашего мастер-класса. Да, я бы еще, конечно, бы попробовал все. Сколько мы сделали изделий даже вот этого? Ну вот получается у нас было 1, 2, 3, 4, 5, 6, почти 7 загрузок. Каждой загрузки 16 штук. Ну дофига. Это прям что, 90 с чем-то изделий, что ли? Да, 90 с чем-то. 16 в одной и 1, 2, 3, 4, 5, 6, еще 7. Да, и 7 загрузок. Да. О, 112 изделий мы сделали, да. Да, выпекли меньше, чем часа, да. У нас есть еще, конечно, приготовленное тесто для чебуреков и начинка для них. Мы, в принципе, можем их сейчас сделать в реальном времени и протестировать. Да. Сейчас мы только, придется нашим зрителям чуть подождать, мы стол протрем, чуть-чуть уборку сделаем здесь, и все. Мы можем переподключиться, а можем продолжить дальше. Переподключимся. Все.